Самая вкусная выпечка для меня родом из детства. А все потому, что приготовлена она была по ГОСТу и без вредных добавок. А купить ее можно было в любой булочной. По советским кулинарным книгам я пеку часто, и результат при соблюдении всех шагов приготовления ни с чем не сравнить. Сегодня поделюсь с вами одним из таких рецептов – нежнейшим творожным кексом по ГОСТу. И проведу небольшой эксперимент. Один кекс приготовлю строго соблюдая рецептуру, а другой упростив замес теста. В конце увидим результат. Подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видеорецепты. В глубокую миску выкладываем 75 грамм мягкого сливочного масла. Всыпаем 160 грамм сахара и 10 грамм ванильного сахара. Тщательно смешиваем миксером на средней скорости. Поверх миски ставим сито и выкладываем 130 грамм мягкого творога. Протираем творог через сито при помощи ложки. Очень важно, чтобы творог для этого кекса был сухим и без крупинок. Слишком влажный творог сделает тесто непропеченным и тяжелым. Жирность творога также играет роль. С обезжиренным творогом кекс получится более плотным. Жирность моего творога 9%, но идеальным будет 18%. Теперь вводим 2 яйца и хорошенько размешиваем смесь до однородной массы. – 150 грамм просеянной муки смешиваем с 1 чайной ложки разрыхлителя и добавляем в сливочно-творожную массу. Начинаем вымешивать тесто. Я это делаю вначале венчиком, чтобы мука не поднялась в облако. А заканчиваю миксером. Выкладываем тесто в форму для выпечки. У меня силиконовая, размер 10 на 20 см. Маслом я ее не смазываю. Если у вас форма из другого материала, смажьте ее маслом и присыпьте мукой. Выпекаем в разогретой до 170 градусов духовке 50 минут. Оба кекса готовы. Аромат не передать словами. Осталось присыпать сахарной пудрой. Кстати, она служит не только украшением выпечки, но и замедляет черствение. С виду кексы ничем не отличаются, но если для первого кекса тесто я замешивала, соблюдая всю технологию, то для второго я просто смешала все ингредиенты и добавила мягкий творог, не пропуская через сито. Посмотрим, что будет в разрезе. Первый кекс получился с хрустящей корочкой и плотным, но нежным мякишем. Второй кекс при разрезании крошится и ломается. Как видите, они отличаются и по плотности. И во втором варианте есть крупинки запеченного творога, что также влияет на вкус. Поэтому лучше потратить немного больше времени на приготовление, но в результате насладиться вкусом того самого кекса. И обязательно с молоком, как в детстве. Желаю вам приятного аппетита! Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и делитесь им с друзьями.